я много раз уже об этом говорил, все, что происходило, не имеет отношения к ОДКБ, потому что в отношении самой Армении не было никакой внешней агрессии. ОДКБ призвана защитить страны-члены от внешней агрессии. На этом фоне отметим слова Путина. Нынешнее отношение Армении к ОДКБ продиктовано внутриполитической ситуацией в стране и последствиями событий в Нагорном Карабахе, заявил президент Владимир Путин. Он сказал, что ОДКБ не должна была участвовать в карабахском конфликте и воевать там за Ереван, поскольку не было внешней агрессии против Армении. Ага, не было. Да и причем тут вообще Карабах, когда за одну ночь на Джермукском и Сюникском направлении погибло больше 200 армянских солдат и примерно столько же со стороны Азербайджана, которые напали на Армению и хотели за ночь пробить Зангезурский коридор. Интересная логика у Путина, если, конечно, оно у него присутствует. Вы понимаете, Путин считает, что нынешнее отношение Армении к ОДКБ продиктовано внутриполитическими проблемами и темой Карабаха. Что-то кремлевских кидал опять понесло не в те степи. Причем тут Карабах, Владимир? Армения и после разгромного поражения в 2020 году оставалась верным принципам вашего ОДКБ. Намеревалась проводить реформу своих вооруженных сил с помощью специалистов из России и даже оплатила часть будущих поставок вооружений и в технике авансом на несколько сотен миллионов долларов. Там у них в Москве нет того, кто сможет напрямую сформулировать вопрос однокурснику Ильгама Рагимова. Причем тут Карабах? Есть же один журналист, исполняющий обязанность армянского журналиста, и ошивается на брифингах Захаровой. Пусть хоть раз спросит, при чем тут Карабах, если Армения приостановила деятельность в ОДКБ в конце 2022 года после нападения на территорию Армении и нулевой реакции ОДКБ и самого Кремля в первую очередь. С ОДКБ нужно было завязывать еще после 2016 года, а после сентября 2023 года вообще забыть о существовании такой организации. Напомним, что Армения обратилась за военной помощью к ОДКБ в 2021 и 2022 годах во время агрессии со стороны Азербайджана и оккупации 200 квадратных километров суверенной территории Республики Армения. ОДКБ до сих пор отказывается признавать факт внешней агрессии, а также границы, в которых Армения вступила в эту никчемную организацию. В МИД Армении прокомментировали заявление Ушакова о том, что решение о проведении саммита ЕАЭС в России было принято по просьбе Еревана. Пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян прокомментировала заявление помощника президента России Юрия Ушакова о том, что по просьбе Армении саммит ЕАЭС, который состоится 25 декабря, пройдет в Санкт-Петербурге, Россия. В беседе с Арменпресс, касаясь заявления Ушакова и вопроса, почему сессия не состоится в Армении, как стране-председателя ЕАЭС, Бадалян ответила: согласно действующему в ЕАЭС регламенту, сессия Евразийского экономического совета не обязательно проводится в государстве-члене, председательствующем в уставных органах Евразийского экономического совета. Соответственно, решения о дате и месте очередного заседания сессии Евразийского экономического совета принимаются на предыдущей сессии. В данном случае в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета, состоявшегося 8 мая 2024 года в Москве, лидеры государств-членов приняли решение провести следующее очередное заседание в декабре текущего года в Санкт-Петербурге. Два азербайджанских больших медиа начали пропаганду фейковых повесток, якобы Армения хочет начать маленькую победоносную войну против Азербайджана. В чем цель подобной наглой ложи, пока не ясно, однако могут быть догадки. Самая очевидная догадка, конечно же, новая военная агрессия со стороны Азербайджана, а подобные сообщения могут быть частью информационной подготовки, чтобы никто не догадался, так сказать. Подобное Азербайджан совершал и не раз. Почти перед каждой агрессией в последние годы Азербайджан заранее начинает информационную подготовку. Так, в сентябре 2023 года сообщалось, что арцахская сторона подрывала азербайджанские военные машины. В течение 2 недель до военной агрессии 2022 года Азербайджан ежедневным режимом сообщал о обстреле своих боевых позиций со стороны Армении, что, конечно же, было ложью. Другим вариантом может быть просто удержание напряженности, чтобы армяно-азербайджанский процесс урегулирования не шел к мирному договору. Тут тоже понятны мотивы.
Азербайджан, будучи сильной стороной, пока не хочет подписать мирный договор, желая получить еще больше уступок. Трудно, конечно, однозначно заявить, что именно хочет Азербайджан. Однако можем уверенно отметить одно. Армения не хочет и не будет начинать боевые действия и провокации. Наоборот, Армения полностью придерживается мирному урегулированию и ожидает подобный подход и со стороны Азербайджана. Отметим, что после МИД Азербайджана сегодня уже так называемая «Община Западного Азербайджана» распространила заявление по поводу визита президента Польши Дуды на армяно-азербайджанскую границу в сопровождении с евронаблюдателями. Заявление содержит ряд провокационных заявлений. Например, выражена обеспокоенность в связи с визитом президента на условную границу Азербайджана и Армении. А также упоминаются территории, патрулируемые миссией ЕС в Армении, как исторические места проживания западных азербайджанцев. Подобные заявления недопустимы, поскольку они искажают исторические факты, представляя многонациональный регион в однобоком ключе и провоцируя межнациональную вражду. Они содержат оскорбительные высказывания в адрес Армении, что еще раз подтверждает неконструктивную роль Азербайджана в вопросе мира. Употребление термина «западные азербайджанцы» для обозначения территорий современной Армении является политической манипуляцией, не имеющей ни правового, ни исторического обоснования. Напоследок президент Польши посетил суверенную территорию Армении. Следовательно, Азербайджан не имеет никакое права потребовать что-то или предъявить какие-то претензии. Азербайджан решил обострить отношения еще и с Польшей. Франции, Нидерландов ему мало. Подавайте Польшу в этот быстро растущий список врагов диктатора Алиева. Ну что же, как говорится, дураков учить, что мертвых лечить. Глобус большой, полный вперед. Временный поверенный в делах Польши в Азербайджане Гречило вызван в МИД. Ему выражен протест против визита польского президента Дуды на условную армяно-азербайджанскую границу 27 ноября. В Баку забыли, что президент Польши был на территории Армении. Алиев получил инструкции с Кремля от своего папы, вот и начал прыгать. Мне интересно другое. До недавнего времени официальный Баку кричал на всех углах о любви к полякам. Был даже такой текст озвучен. Контакты между Азербайджаном и Польшей зародились с давних времен. Если бросить взгляд на историю, можно увидеть, что еще в XV веке правитель Акгоюнлу Узун Гасан имел тесные отношения с польским королем Казимиром IV Ягеллончиком. Каков уровень? Писатели-фантасты тихо плачут в сторонке. Надо же, туркмен Акгоюнлу стал азербайджанцем, а сам Азербайджан, оказывается, еще в XV веке уже существовал и что-то там тесное с поляками имел. И ведь это не Мамед с базара рассказывает. Целый председатель азербайджанской общины Польши Фарид Джафарли поведал это на голубом глазу. Да, и у 10 человек может быть община. Еще он рассказал, что аж один азербайджанский офицер Велибек Едигар служил в польской армии. И поэтому, наверное, как заявил этот деятель, поляки и азербайджанцы – братские народы. Ну еще и потому, добавил он, что генштаб Азербайджанской Демократической Республики, полуторагодовалый, в 1918 году возглавлял польский генерал Матвей Сулькевич. Одна проблема. Генерал был крымским татарином, родом из Белоруссии. И генералом он был русской армии. Но разве что-то могло помешать этой великой дружбе? А ведь смогло. Польский президент Дуда сейчас в Армении, и вчера он посетил армянский Ерасх. И вдруг МИД Азербайджана устроил скандал. Ищите логику, а ее нет. Зачем она азербайджанскому МИДу сейчас, когда и ранее он прекрасно справлялся без нее? Закончу словами президента Польши Дуды, раз начал с него. Вклад армян в становление польской государственности сложно переоценить, поскольку он затрагивает почти все сферы общественной жизни. Армяне были не только отличными фермерами, замечательными ремесленниками и купцами. Прежде всего, они были основателями пласта польской интеллигенции. Постскриптум. В Армении люди убеждены, что азербайджанский режим – безусловное и глобальное зло. Но важно понимать, что Алиев сам по себе пустышка, никто прокси путинской России. Без поддержки Кремля правящий клан Алиева не проживет и месяца. Его постигнет судьба Каддафи, разорванного на части на улицах ливийской столицы Триполи. Азербайджан – такое же прокси. Шестерка, как и лукашенковская Белоруссия. Это единая команда гопников, плюс Северная Корея им за компанию.
Пишите ваше мнение в комментариях и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускали самые важные выпуски.